Матушка природа не перестает удивлять. Окружающий нас мир полон загадок и странных явлений, которые кажутся странными, необъяснимыми, а иногда просто противоречащими здравому смыслу. Из нашей фотоподборки вы узнаете о самых потрясающих вещах, происходящих на Земле, начиная с кровавых дождей и заканчивая вечным штормом. Движущиеся камни, США. Скользящие или ползущие камни – геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстрик-Плая в долине Смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чем свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются самостоятельно без помощи живых существ. Подобные движения камней были отмечены в нескольких других местах, однако по числу и длине следов Рейстрик-Плая сильно выделяется среди остальных. Лентикулярные, линзовидные, облака, горные районы. Необычное природное явление линзовидные облака образуются на гребнях воздушных волн или между слоями воздуха. Какой бы ни был сильный ветер, такие облака не двигаются. Это происходит за счет непрерывного процесса конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Обычно облака зависают на высоте от 2 до 15 километров. Чаще всего появление лентикулярных облаков оповещает о возможном приближении атмосферного фронта. Миграция красных крабов – остров Рождества. Красные земляные крабы по праву считаются изюминкой острова Рождества, который находится в Индийском океане, близ Австралии. Численность крабов на этом острове достигает 120 миллионов. Красные крабы живут только на суше. Но во время сезонных миграций, обычно это около 10 дней, миллионы земляных крабов отправляются к побережью, чтобы отметать икру. В этот период остров превращается в огненные потоки, а движение транспорта на дорогах сводится к минимуму и даже прекращается. Это удивительное зрелище привлекает внимание экологов и фотографов со всего мира. Круги под водой, Япония. Мистические подводные круги на дне океана на самом деле имеют вполне приземленное предназначение. Узоры на песчаном дне рисуют самцы рыбы фугу для того, чтобы привлечь самок. Иглобрюхие рыбки день и ночь трудятся для создания потрясающих подводных скульптур. Делают они это при помощи всего лишь одного плавника. Самка рыбы фугу выбирает того самца, чьи бороздки на песке глубже, а хребты выше. И не зря, потому что высокие песчаные хребты препятствуют тому, чтобы яйца рыб не унесло течением. Впервые песчаные круги увидел японский фотограф Йоджи Аката, который при помощи камер решил заснять эти удивительные орнаменты и поделиться с миром своей находкой. Черное солнце, Дания. Каждую весну в Дании происходит интересное явление. Более миллиона европейских скворцов, мигрирующих с юга, кучкуются в огромные стаи. Днем птицы собирают корм на лугах, а вечером устраиваются на ночлег в тростнике. В результате их коллективного полета образуются различные химерические фигуры, иногда закрывающие даже солнце. Такое удивительное явление и получило название «Черное солнце Дании». Пронаблюдать подобную картину можно с марта до середины апреля. Деревья-коконы, Пакистан. В результате наводнения в Пакистане можно наблюдать следующую картину: тысячи деревьев стали похожи на огромные коконы. Самое серьезное наводнение в этой стране за последние 80 лет спровоцировало появление на деревьях большого количества пауков, для которых эти растения стали единственным убежищем от потопа. Пауки так заплели кроны деревьев, что последние чуть не погибли от нехватки света. Но во всем есть свои плюсы. Пауки истребили в регионе почти всех комаров-разносчиков малярии, чем очень порадовали местных жителей. Огненная радуга, США. Удивительное по красоте природное явление можно наблюдать на Тихоокеанском побережье США, штат Айдахо, когда солнце поднимается высоко в небо. Научное название этого феномена – округло-горизонтальная дуга, в народе называют огненная радуга. Лучи солнца при этом проходят через высоко расположенные перистые облака, состоящие из кристаллов льда в форме шестигранников. Солнечный свет преломляется в этих кристаллах особым образом, и в результате мы видим огненную радугу. Это явление может простираться на несколько сотен квадратных километров. Радужный эвкалипт, Новая Гвинея. Свое название необычное тропическое дерево получило благодаря уникальному свойству древесины. В зависимости от времени года, возраста и толщины дерева ствол эвкалипта имеет разные цветовые оттенки волокон. Молодая кора имеет ярко-зеленый цвет. Затем, со временем она темнеет и приобретет синие, фиолетовые, оранжевые и темно-бордовые оттенки. Перед самым отслоением участок коры становится коричневато-бурым. Участки молодой и старой коры чередуются, образуя причудливый радужный узор, который к тому же все время меняется, представляя собой образец живой абстрактной живописи. Распространен радужный эвкалипт в Новой Гвинее, Филиппинских островах, Гавайских островах, а также Южной Флориде. В летний период дерево вырастает на Трим. Кровавые дожди, Индия. Летом 2001 года жители штата Керала, Индия, стали свидетелями странного красного дождя.
Вода, которая проливалась с неба, имела кроваво-красный цвет, иногда с зеленоватыми и сероватыми оттенками. Цветные осадки продолжили выпадать до сентября. Кровавая вода обычно лилась с неба относительно недолго и часто выпадала пятнами. Загрязненную воду собирали во многих местах. Исследования показали, что на литр воды приходилось около 0,1 грамма твердых частиц. Местное население было весьма встревожено, кровавые дожди ничего хорошего не предвещают. Козы, пасущиеся на деревьях, Марокко. Из-за постоянной нехватки травы марокканские козы вынуждены постоянно взбираться на деревья. Козы пасутся на деревьях целыми стадами, где поедают листву и плоды аргони, дерева, из орехов которого изготавливают душистое масло. Такую удивительную картину можно увидеть на Высоком и Среднем Атласе, в долине Сусы на Атлантическом побережье Африки. Задачей пастухов, как правило, является не только перегон коз от дерева к дереву и контроль стада, но и сбор косточек из плодов аргани, которые козы выплевывают. Из них производят ценное органовое масло, используемое в косметологии и кулинарии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.